Абхазия. Эта страна очень часто стала мелькать в лентах информагентств. Аслан Бжане отказался уходить в отставку. В пятницу тысячи противников инвестиционного соглашения с Россией ворвались в здание местного парламента и президентский офис. Абхазия столкнулась с самым суровым за последние 30 лет энергетическим кризисом. В столице Сухуми на побережье Черного моря пострадали по меньшей мере 8 человек. И сегодня мы с вами разберемся, какая же на самом деле обстановка в стране и для простого туриста, как проходит отдых здесь. Стоит ли сейчас сюда ехать и какие есть подводные камни, давайте разбираться. И первое, о чем хотелось бы сказать, так это про большинство журналистов в нынешнее время. А именно то, что очень часто это просто искатели хайпа и раздувание из мухи слона. Многие никогда не бывали в Республике Абхазии, но делают экспертные заключения о ситуации в регионе. Тематика нашего канала не политическая, а развлекательная, и поэтому в эти дебри мы не будем лезть. И дискутировать в комментариях с экспертами я также не собираюсь. Скажу лишь от себя, что многое о том, что транслируют блогеры и СМИ, таковым не является. Но действительно Министерство иностранных дел Российской Федерации в том же ноябре выступило с обращением к туристам о нерекомендации посещения Абхазии. И тогда же полезли слухи о том, якобы, что туроператоры закрыли продажу туров в страну, что является неправдой. В любом случае, принимать решение о посещении страны или нет – выбор каждого. Основная и главная проблема – это отсутствие электроэнергии. В Абхазии всегда была проблема с веерными отключениями в зимний период времени. Но в последнее время эта ситуация только лишь обострилась. Но если вы живете в качественном, хорошем отеле, то все они оборудованы электрогенераторами. Поэтому и интернет, и горячая вода, и все блага цивилизации есть. Вот так выглядит прогулка по старой Гагре в моменты, когда электричество выключено. Спасибо автомобилю, показал, что здесь находится. То есть моменты, когда нет света, да, отели, у них генераторы, кафе, заведения имеют доступ к электросетям своим, а освещение уличное, конечно, его нет, оно отсутствует. Как же обстоят дела с общепитом в Абхазии? Многие в нашем телеграме-канале задаются этим вопросом. Те кафе, которые работали действительно на качество и заботились о своем имени, они продолжают свою работу. У них есть генераторы, и люди сюда ходят. А маленькие кафе, к сожалению, они прекращают свою работу. Поэтому всегда есть где вкусно отобедать или отужинать. Посмотрите, какую красоту в кафе, которое вы увидите тоже в нашем телеграм-канале или описании под этим видео, нам предоставило. Здесь стоит отметить, что на момент монтажа видео ситуация с подачей электроэнергии улучшилась. Россия вновь наладила переток электричества в Абхазию. И если раньше электричества не было примерно 12 часов в сутки, то на данный момент отключают всего на 4 часа. Но ситуация, конечно, может всегда измениться в каждую из сторон. На самом деле проблема эта давняя, и несмотря на то, что космические корабли бороздят просторы Вселенной, и мы на минуточку прожили уже четверть 21 века, в Абхазии до сих пор проблемы с электричеством. Впрочем, и не только. Как ни крути, туристический поток в Республику Абхазию снизился. Но в этом есть и свои плюсы. Качественные отели существенно снизили цены на проживание. Можно отдохнуть 2-3 раза дешевле, чем это было в туристический сезон. По поводу количества отдыхающих можете сами видеть, что они, конечно же, есть, и их достаточно много. Мы живем в хорошем отеле, который находится в Старой Гагре и называется Нарт.
Он заполнен примерно на 80%. Людей достаточно много. Погода, как видите, великолепная. В зимний период, сейчас конец декабря, температура воздуха около плюс 15 градусов. На солнце гораздо теплее. Можно действительно загорать. Море еще неспокойное, потому что не так давно был шторм, но в ближайшие несколько дней оно точно успокоится, и некоторые даже купаются, потому что его температура примерно около плюс-минус 12 градусов. То есть кто закаленный, может лично покупаться. Природа, сами видите, великолепная. Это одно из тех вещей, за которую действительно любят Республику Абхазия. Климат здесь с элементами субтропиков, поэтому большое количество зелени круглогодично. Пальмы, экзотические растения, все это присутствует. Ну и сам отель, в котором мы живем, ссылку на него, на его обзор я оставлю в описании. Вы можете с ним ознакомиться. Очень красивая территория. В начале видео вы видели абхазскую свадьбу. То есть местные жители приезжают сюда для того, чтобы запечатлеть этот торжественный момент на территории этого отеля. Потому что здесь очень и очень красиво. Вот идут барабанщики с гармонистом. Что касается погоды в Абхазии, она разнообразная. Именно в зимний период времени выпадает наибольшее количество осадков. Приходится это с декабря по февраль. На прибрежной полосе это будет дождь, а в горной местности, соответственно, снег. Может светить и солнце и быть очень тепло. Тут как повезет. Одно дело битва политических элит за власть и деньги. Но что про данную ситуацию думают простые люди, как я и вы, и какие настроения сейчас в стране? Ходят слухи, что у нас все плохо, русских тут, мол, не уважают. Это все блеф, это все чушь. Приезжайте, у нас тепло, хорошо, ждем мы вас. Тут все нормально, никаких там ужасов, вредных привычек в сторону россиян нету. Так что не переживайте, на Новый год валите все сюда. Мандарины, чача, вино, все есть у нас. Можете лакомиться и наслаждаться нашим прекрасным воздухом и природой. Так что езжайте сюда все. Ждем вас. Мудрый народ должен найти средства, другие, не такие, и чтобы найти общий язык. Вот делать то, что сейчас делается, вы меня простите, но это просто смешно и на весь мир, по-моему, позорище. Абхазия всегда была страной, где люди понимали друг друга, тем более местное население с уважением всегда относилось ко всем нациям и к себе тем более. Да. Между собой всегда были дружны. Почему сейчас вот такое творится, честно говоря, больно на это смотреть. Они же были там, были. которые выступает Тарзанбек. Там был, и что за 5 лет делал, ничего не сделал. Вы считаете это правильно, что они вот так силой захватили администрацию? Нет, никогда в жизни. Я считаю, это уже глупо. Нас русские защищают, нас русские признали, и все. Наши дети все в России учатся. Мы постарались наиболее полно осветить ситуацию в стране и показать те моменты, которые влияют непосредственно на отдых туристов. Ехать или нет, решать, конечно же, вам. Лично я, пожив 3 дня в Гагре, не испытал никаких неудобств. Мой отдых прошел замечательно, и я обязательно вернусь. Если у вас остались вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Я с удовольствием почитаю ваше мнение.